30 интересных фактов о пирамиде Хеопса. Всем нам знаком Египет с его песчаными пляжами, красивыми верблюдами и запоминающимся отдыхом. Также мы все знаем про фараонов и про то, что хоронили этих самых фараонов в пирамидах. Самым известным для нас является, конечно же, Хеопс. И пирамида у него, оголо, какая? Самая высокая. Вот сегодня мы про эту пирамиду и расскажем. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Итак, первый факт. Именно пирамида Хеопса является самой высокой из всех нам известных пирамид. Однако, вторая по высоте пирамида Хефрена уступает Хеопсовской по высоте всего 2 с небольшим метра. Но зато она самая высокая. Второй факт. Эта пирамида – единственная из древних 7 чудес света, сохранившихся до наших дней. То есть, все мы знаем, висячие сады Семирамиды, Вавилон, Ирак, статуи Зевса в Олимпии, Олимпия, Греция, храм Артемиды в Эфесе, Эфес, Турция, мавзолей в Галикарнасе, Галикарнас, Турция, колосс Родосский, Родос, Греция, Александрийский маяк, Александрия, Египет. Обо всех этих чудесах света мы знаем из сохранившихся источников, но вот только самих этих чудес света на данный момент уже давно нет. А вот пирамида Хеопса есть. Факт третий. Высота пирамиды Хеопса при постройке достигала 146,6 метров, но сейчас она составляет 138,75 метра. Четвертый. Пирамида Хеопса построена с соблюдением принципа золотого сечения, который был открыт спустя тысячи лет в Древней Греции. При этом длина периметра пирамиды, поделенная на ее двойную высоту, дает точное число π. Откуда древние египтяне об этом могли не только знать, но и использовать эти знания в строительстве, остается только догадываться. Пятый факт. Пирамида Хеопса была самым высоким строением на Земле на протяжении более чем 3000 лет. А потом, конечно, человечество начало строить небоскребы. Из всех пирамид Гизы пирамида Хеопса является самой высокой. Факт номер 6. Пирамида Хеопса строилась в 2 этапа, между которыми был значительный перерыв по времени, и никто не знает, почему останавливалось строительство. Может, у фараона подрядчик ненадежным оказался или еще какие причины. Быть может, практика заморозки строительства современных подрядчиков берет начало именно оттуда. Мы этого не знаем, но пирамида до сих пор стоит, и это факт. 7. Возраст пирамиды Хеопса достигает 4500 лет, но при этом она не является древнейшей из всех. Пирамида Джосера на несколько веков старше. 8 факт. От домов Гизы, пригорода Каира, ее отделяет всего несколько сотен метров. Логично предположить, что Хеопс еще при жизни не планировал отдаляться далеко от своего любимого народа. Интересный факт под номером 9. Ни в одном из сохранившихся египетских папирусов не упоминается ни пирамида Хеопса, ни сам факт ее строительства. Это ставит в тупик всех египтологов. То есть получается, что про процесс строительства других пирамид древние египтяне писали, а про эту нет. Как будто и не было ее никогда. Но пирамида существует, и многие ее видели. 10 факт. Первоначально эта пирамида была белой из-за того, что была облицована белым известняком. Но вот только после арабского завоевания Египта новые жители Каира сняли с нее облицовочные блоки, чтобы построить из них себе дома. Момент, конечно, бытовой, но не упомянуть об этом мы не могли. 11 факт. Хотя древнеегипетские строители пользовались очень примитивными инструментами, им все же удалось построить основание пирамиды Хеопса в виде правильного квадрата. Отклонение длины ее сторон, по 230 метров каждая, от идеального квадрата не превышает 4 сантиметров. Такого мастерства нет даже у современных профессиональных строителей с их лазерными инструментами. 12. Просто поражающий воображение факт. Внутренний объем пирамиды Хеопса достигает более 2,5 миллионов кубических метров. Размах строительства просто неимоверен даже для современного мира. 13. Средняя масса блоков, которые использовали при ее постройке, составляет 2,5 тонны, а самый тяжелый каменный блок достигает 35 тонн. И ученые до сих пор не могут понять, как 4500 лет назад такие тяжести можно было вообще поднять. 14 факт. Отцом фараона Хеопса был фараон Снофру, который с неизвестной целью построил целых 4 пирамиды. Но при этом именно Хеопс вошел в историю человечества, а вот про его папу мало кто слышал. У Хеопса пирамида все-таки самая большая. Факт 15. Центральная часть стен пирамиды немного вогнута вовнутрь.
Никто не знает, было ли это сделано намеренно или же это следствие эрозии и ветер с песком просто источили стены за 4500 лет, но эта необычайность постройки до сих пор не дает покоя многим ученым. К слову сказать, древнегреческие историки утверждали, что к пирамиде Хеопса некогда вела дорога своей красотой и масштабностью, сравнимая с самой пирамидой. Под номером 16 у нас следующее. При завершении постройки пирамиды Хеопса она состояла из 210 ярусов, но 7 из них были разрушены или разобраны. Мы этого тоже не знаем, но можем лишь только понимать, что самая большая пирамида была еще больше. 17-й факт. Как и все остальные пирамиды, это изначально увенчивалось пирамидионом, особым позолоченным пирамидальным камнем, который стоял на самой вершине, причем углы наклона стен пирамидиона идеально повторяли углы наклона пирамиды. Увы, при завоевании Каира этот пирамидион был утерян. Или не утерян. Может быть, с ним произошла та же история, что и с облицовочными блоками. 18. О личности фараона Хеопса известно очень мало достоверных фактов. Историки даже не знают, сколько он правил. Разные летописные источники называют сроки от 17 до 63 лет. Как мы можем видеть, в секрете остались не только сведения, описывающие строительство самой пирамиды, но и ее хозяина. Факт 19. Согласно некоторым летописям, высокомерный фараон выжил из Древнего Египта все соки, чтобы построить себе самую большую пирамиду. Огромные затраты ресурсов на постройку пирамиды Хеопса ослабили страну и вызвали в ней массовое недовольство, что в итоге привело к падению 4-й династии и основанию 5-й. Этот момент неплохо бы было взять на вооружение современным правителям с их неуемной тягой к обогащению. 20-й факт. В начале IX века багдадский халиф приказал проделать в стене пирамиды пролом, надеясь найти внутри сокровища фараона. Стену проломили, но внутри не нашли ничего, кроме пыли. Вероятно, сокровища похитили давным-давно. Мы уже в этом обзоре писали про завоевание Каира, поэтому удивляться этому не имеет смысла. 21. Вес пирамиды Хеопса оценивается в 6,5–7 миллионов тонн. И это действительно удивительно и невероятно. Про средний вес блоков пирамиды мы уже говорили, но общий вес – это просто фантастично. И вес этот люди таскали на себе. 22. При постройке пирамиды Хеопса было использовано более 2 250 000 каменных блоков объемом более 1 кубического метра каждый. Остается непонятным, сколько же людей для строительства такой махины нужно. 23. Археологи нашли внутри пирамиды 3 погребальные камеры и 1 пустой саркофаг, но никаких мумий обнаружить не удалось. И вновь встает вопрос о предыдущем разграблении. Или просто решил быть похороненным в другой. Пока нам это неизвестно, но то, что ученые толком ничего не нашли, это тоже факт. 24 факт. Каждый год 23 августа в Египте официально празднуется дата начала постройки пирамиды Хеопса. В этой стране она по закону назначена на 23 августа 2470 года до нашей эры. И египтянам следует отдать должное за ответственность и память к предкам. Факт номер 25. Стороны пирамиды сориентированы по частям света с погрешностью не более 5 градусов. И здесь мы опять вспоминаем точность древних строителей и поражаемся этому мастерству. 26 факт. Внутри постоянно царит температура в 20 градусов Цельсия. При этом абсолютно неважно, насколько жарко снаружи, внутри пирамиды температура от этой отметки не отклоняется никогда. 27. Пирамида Хеопса по всей своей конструкции пронизана вентиляционными шахтами шириной в 20–25 мм. То есть о вентиляции и кондиционировании древние строители Египта знали достаточно много. Факт 28. Внутри некоторых вентиляционных каналов пирамиды Хеопса есть неизвестного назначения дверцы. Одну из них в 2002 году просверлили с помощью робота, но за ней обнаружилась небольшая полость и еще одна дверца. Исследования продолжаются до сих пор, потому что никто не знает, что там может быть. Загадки для любого ученого – это лишь только дополнительный стимул. 29. По подсчетам ученых, в постройке пирамиды Хеопса было задействовано около 100 000 человек, но как мы все с вами понимаем, это лишь только приблизительные подсчеты. В предыдущих фактах мы упоминали про количество и вес блоков, и поэтому достаточно сложно говорить о численности строителей. 30. Заключительный факт о пирамиде Хеопса. На площади, занимаемой пирамидой, 5,5 гектар, свободно разместились бы 5 самых крупных соборов на Земле. Теперь вы знаете все 30 удивительных фактов про пирамиду Хеопса и сможете своими познаниями удивить кого угодно. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ну а мы не прощаемся. До скорых встреч!